Глава 196. План Ханьли. В один миг юноша в синем с холодным выражением лица, полностью поседевший, пожилой даосский священник и великолепная молодая женщина в лазурной одежде одновременно выскочили вперед. Они словно поняли друг друга без слов и направились ко входу в горный лес с разных сторон. Ханьли подождал еще около четверти часа. Видя, что никто больше не появился, он еще раз перепроверил свои магические инструменты и, подобно другим людям, выбрал направление, которое никто еще не выбирал, отправился в лес. Ханьли не знал, что вскоре после того, как он вошел туда, у того же тоннеля появился уродливый человек Чжун Юэ, которого он видел вчера. Он уставился на темную дорогу, а затем рассмеялся несколько раз. Выпустив около 10 желтых точек, которые полетели в горный лес, он спокойно последовали за ними. В это время в запрещенной зоне, рядом со сломанным ограничительным входом, люди, которых 7 великих сект оставили в качестве наблюдателей, с беспокойством смотрели в сторону запрещенной зоны. Боевой предок ли был одним из них? Однако неизвестно, о чем он беспокоился больше, об успехе своих учеников или о том, чтобы не проиграть пари. В это же самое время даосский священник из секты абсолютной пустоты был не в лучшем настроении. С тех пор, как этот эксцентричный старик Цун из секты маскирующейся луны влез в их пари, у него больше не было уверенности в том, что он сможет выиграть. В одно мгновение стало очевидно, что он был несколько обеспокоен своими собственными потерями. И это было неудивительно. Кровь водяного внутреннего ядра дракона было действительно трудно заполучить. Он потратил все свое семейное состояние, чтобы заполучить ее. Даже если бы он потерял ее из-за того, кто был на более высоком уровне культивации, чем он бы все равно не смог спать несколько лет подряд из-за страданий. Даосский священник украдкой смотрел на единственного человека в этой группе, у которого было сдержанное выражение лица. Это была молодая женщина, глава секты маскирующейся луны, фея Ничан. Это была единственная женщина среди 7 великих экспертов в стадии формирования ядра, но у нее на лице не было никаких следов беспокойства с тех пор, как ученики из 7 великих сект вошли в запрещенную зону. Чем больше даосский священник наблюдал за улыбкой этой женщины, тем сильнее становилось его беспокойство. Думая об этом, он сделал вывод, что подобное поведение было как-то связано со ставкой старика Цуна, который, очевидно, припас козырь в рукаве. Он чувствовал, как кровь водяного дракона уже ускользнула из его кармана к другому владельцу. Думая об этом, выражение его лица становилось все мрачнее и мрачнее. Люди, которые не знали, о чем он думал, вероятно, решили, что он глубоко переживал за учеников из своей секты в запрещенной зоне. Спустя какое-то время даосский священник буквально потерял терпение. Воспользовавшись моментом, когда никто не обращал на него внимания, он осторожно подошел ближе к боевому предку ли с озабоченным выражением лица. «Боевой предок ли, ваши ученики из долины Желтого Клена, которых вы отправили, должно быть, очень талантливые. Несмотря на это, люди из наших двух сект действительно могут проиграть этому эксцентричному старику Цуну. Но я все равно верю в своих учеников из секты абсолютной пустоты, которые вошли в запрещенную область. Что вы хотите этим сказать? Вы смотрите сверху вниз на учеников из долины Желтого Клена». Боевой предок ли ответил ему с недовольством, услышав это. «Ха-ха. Конечно, нет, просто я чувствую себя несколько странно в отношении учеников из секты маскирующейся луны. Я просто не могу быть спокойным». Даосский священник рассмеялся с притворной улыбкой. «Не вы один. Мне тоже кое-что кажется подозрительным. Разве секта маскирующейся луны посылала настолько молодых учеников раньше? К тому же, все они в паре мужчина-женщина. Неужели они думают, что путешествие в запрещенную зону предназначено для юнцов, у которых молоко на губах не обсохло?» Угрюмо сказал боевой предок ли. По-видимому, он также был обеспокоен относительно своей нынешней ставки. Услышав слова боевого предка ли, даосский священник закивал головой, по-видимому, соглашаясь с тем, что тот только что сказал. «Однако мой даосский брат должен быть спокоен, поскольку я осмелился сделать подобную ставку, я доверяю ученикам из своей секты. Их сила определенно не ниже, чем ученики из вашей секты», медленно произнес боевой предок ли после того, как даосский священник глубокомысленно посмотрел на него. В его голосе звучал героический настрой. «Хе-хе. Раз уж благодетель сказал это, то этот даосский священник чувствует себя намного легче. Тогда я больше не буду вас беспокоить». Выражение лица даосского священника сразу же расслабилось, когда он услышал то, что хотела услышать его душа, и он с радостью простился с ним. Вернувшись на свое изначальное местоположение, он сел и начал медитировать, чтобы восстановить самообладание, спокойно ожидая результатов, которые появятся через несколько дней. После того, как даосский священник ушел, боевой предок ли холодно фыркнул и проговорил про себя: «Фуинцзы, старый даосский пройдоха, не думай, что я не знаю твой коварный план.
Ты надеешься надавить на долину Желтого Клена, чтобы объединиться против секты маскирующейся Луны? Хе-хе. Хотя я не знаю, насколько сильных учеников секта абсолютной пустоты отправила в запрещенную зону, но в этот раз наша долина отправила такое количество лучших учеников уровня концентрации ЦИ, сколько пчел в Уе. Иначе, ты думаешь, я бы решился заключать с тобой пари? Сказав это, лицо боевого предка Ли приняло хитрое выражение, а от предыдущего не осталось и следа. Было очевидно, что он тоже был старой хитрой лисой со своими секретами. Хань Ли, естественно, не знал об интригах экспертов за пределами запрещенной зоны. В настоящее время его путь преградил огромный, коричневый кабан. Этот дикий кабан, помимо того, что он был несколько метров в высоту, а также цвета его кожи, выглядел как совершенно обычный кабан. Однако, как только Хань Ли увидел этого зверя, он сразу же понял, что это был один из наиболее часто встречающихся демонических зверей на хребте Кольцевидной горы, свирепый горный кабан. Он обладал сравнительно толстой кожей и незначительной грубой силой, зная только врожденную технику каменной кожи. Его интеллект был настолько низким, что разобраться с ним не составило большого труда. В это время свирепый горный кабан уже бушевал. В одно мгновение все его тело вспыхнуло желтым светом и покрылось сияющей оболочкой из белого камня. Обернувшись, он агрессивно помчался прямо на Хань Ли. Выражение лица Хань Ли не изменилось. Он продолжал стоять на том же месте и спокойно ждал нападения зверя, пока тот не оказался всего в 20 метрах от него. Затем он взмахнул рукой, и его фигура по вспышке переместилась за демонического зверя. Свирепый горный кабан. Его поистине огромное тело продолжало нестись в том направлении, где изначально стоял Хань Ли. Внезапно он начал тяжело дышать, а затем все его тело, от кончика хвоста до носа, развалилось на две части. Все его внутренние органы вывалились наружу и разлились по земле. На самом деле Хань Ли разрубил его на части своей тонкой магической нитью, Хань Ли смотал прозрачную нить. Взглянув на мертвого свирепого горного кабана, он покачал головой и тут же прыгнул на дерево, чтобы скорее покинуть это место. Он прекрасно понимал, что запах крови от трупа демонического зверя тут же привлечет огромную волну демонических зверей, у которых было чрезвычайно острое обоняние. Ради его собственного благополучия ему было нужно скрыться отсюда как можно скорее. Прошло уже несколько часов с тех пор, как Хань Ли вошел в густой лес хребта Кольцевидной горы. Однако за столь короткий промежуток времени он уже столкнулся с 4 демоническими зверьми. Среди них 3 были низкоранговыми, и Хань Ли, естественно, убил их с одного удара. Тем не менее, летающий пернатый павлин был среднего ранга. В его хвосте было 5 перьев разного цвета, которые могли самопроизвольно как нападать, так и защищаться. Для Хань Ли это стало настоящей проблемой. К счастью, хотя он и относился к группе птиц, он не был слишком быстрым. Поэтому Хань Ли решил использовать свою технику движения, чтобы сбежать от него, не оставив и следа. Таким образом, ему удалось избежать этой бессмысленной битвы. Продолжая перескакивать с дерева на дерево, словно паря в воздухе, Хань Ли был расстроен. Только теперь он, наконец, понял, насколько густо этот лес был заселен демоническими зверьми. Пока он все еще пребывал на внешней границе, так что большинство демонических зверей, с которыми он сталкивался, находились на низком уровне, и с ними было не так уж трудно разобраться. Но, возможно, как только он продвинется вглубь леса кольцеобразной горы, перед ним будут появляться более свирепые звери среднего или даже высокого ранга. В настоящее время, кроме как бежать в панике, Хань Ли ничего другого в голову не приходило. Неудивительно, что информации о местах расположения духовных лекарств было так мало. Возможно, ученики, которые ранее были на этой горе, потратили большую часть своего времени, прячась от демонических зверей, а оставшееся время можно было использовать только на поиск одного из 7 или 8 мест вероятного расположения растений. Однако этого было недостаточно, чтобы гарантировать удачу. Похоже, мои шансы собрать достаточно духовных лекарств не слишком высоки, с грустью подумал Хань Ли. В настоящее время Хань Ли двигался в направлении секретной пещеры, где рос пурпурный обезьяний цветок. Основываясь на информации, его местоположение не должно иметь большого значения. Поскольку эту пещеру посещали раз в 100 лет или больше, единственные растения, которые там могли бы быть, еще не созревшие саженцы. Они были непригодны для изготовления таблеток. Саженцы. Подумав об этом, Хань Ли не мог сдержать улыбку. Неужели Хань Ли нуждался в каком-то саженце, который все обходили стороной? Причина, почему он осмелился рискнуть и отправиться в запрещенную зону, была в том, что он был уверен, что сможет вырвать добычу из пасти всех этих экспертов. Главная причина заключалась в том, что он с самого начала нацелился на саженцы, которые еще не созревали. Только так он мог избежать столкновения с учениками из других сект в максимально возможной степени.
Тогда он смог бы посетить несколько других мест и собрать еще несколько растений, которые бесполезны в глазах других людей. Если он получит саженцы духовных растений, он сможет ускорить их рост, используя таинственную жидкость из зеленой бутылочки. Таким образом, это не слишком отличалось от непосредственного сбора зрелых духовных растений. Однако он слышал от своего боевого дяди Ма, что невозможно надолго сохранить за пределами запрещенной зоны. Вне запрещенной зоны они могут прожить не более 2 лет, однако этого времени было достаточно для ускорения цикла их созревания. В конце концов, чтобы использовать их для гранулы заложения фундамента, они и не должны быть слишком старыми. По сути, их возраст не должен превышать 400-500 лет. В этом случае их уже можно было использовать для утончения пилюли. Теперь единственной проблемой оставалось то, что он не знал, хватит ли 3 оставшихся дней, чтобы собрать достаточно духовных растений. Мест, где произрастали саженцы, было слишком много. Плюс ко всему, ему могли помешать демонические звери или конфликты с учениками из других сект. Из-за всего этого Хань Ли почувствовал некоторую неуверенность во всем. Глава 197. Демонический зверь, гигантская многоножка. Я на месте. Это та самая пещера. Спустя 4 часа Хань Ли оказался перед черной скалой высотой примерно в 1,5 человека. Отверстие в пещере было несколько метров в высоту. Кажется, она выглядит совсем обычно. Однако он все равно не спешил входить внутрь, вместо этого продолжая осматривать окрестности. Хотя он всегда мог вовремя сбежать, но он не стал бы подвергать себя опасности. Эту скрытую пещеру, упомянутую в источнике, было нелегко заметить снаружи. Путешествуя, Хань Ли уже встречался с подобными местами в дикой природе, в которых не было ничего примечательного. Он также не знал, каким образом оригинальным основателям удалось найти эту пещеру. Из-за этого Хань Ли стал восхищаться ими еще больше. Спустя время, которое бы потребовалось заварить чашку, Хань Ли убедился, что поблизости не было демонических зверей или кого-либо еще в засаде, и осторожно направился к пещере. Пещера была совершенно обычной и состояла из светло-голубого камня. Внутри не было никаких следов того, что ее создали искусственно. Осмотрев стены пещеры у входа, Хань Ли пришел именно к такому заключению. Затем тело Хань Ли, словно молния, метнулось в пещеру. Однако, пройдя около 10 шагов, Хань Ли остановился. Ему пришлось остановиться, потому что вокруг него потемнело. Хань Ли нахмурился и залез в сумку, вытащив оттуда камень лунного света размером с яйцо. После того, как он вынул его, мягкий белый свет осветил все вокруг. Увидев это, Хань Ли покачал головой. Его изначальный план состоял в том, чтобы осторожно углубляться в пещеру, осматриваясь по сторонам, чтобы узнать, есть ли там демонический зверь. Если бы он там был, Хань Ли бы ему неожиданный смертельный удар и сохранил бы свои силы. Но теперь, когда он освещал себе путь камнем лунного света, он стал отличной мишенью. Как он мог сейчас атаковать, Хань Ли осторожно держал в руке блестящий камень лунного света. Какое-то время он колебался, но затем все же применил защитный барьер. Воспользовавшись им, он продолжил идти. Поскольку внутри пещеры было не очень просторно, его техника передвижения, очевидно, только мешала бы ему передвигаться. С защитным барьером на теле он почувствовал себя гораздо спокойнее. Хотя его скорость была значительно уменьшена, очевидно, что не мог использовать и скорость, и защиту. Хань Ли ясно это понимал и поэтому не мог сетовать. Пещера была очень длинной и узкой. Спустя четверть часа Хань Ли так и не обнаружил конец пещеры. Из-за этого чувство тревоги и волнения наполнили его сердце. Он стал сомневаться, что действительно ли это была та самая пещера, или он вместо этого нашел гнездо демонических зверей высшего ранга. К счастью, спустя несколько десятков метров беспокойство Хань Ли исчезло, как только он взглянул в угол слева от него. Левый угол освещали слабые белые огни, которые и попали в его поле зрения. Когда Хань Ли увидел это, его сердце наполнилось радостью. Он быстро убрал свой лунный камень и тихо направился к этому месту. Поскольку оттуда шел свет, казалось, что он сможет продолжить свой первоначальный план. Осторожно выглянув из-за угла, Хань Ли увидел то, что вызывало у него радость. Но вскоре он снова нахмурился. Перед ним действительно был конец пещеры. Кроме того, это был просторный зал из натурального камня. Здесь было не только много блестящих сталактитов, но и 3-4 маленьких светло-лазурных цветка, которые росли у каменной пурпурной стены. Эти маленькие цветки были примерно с дюйм размером. Несколько лепестков завивались в одном направлении, создавая уникальный внешний вид. Издали казалось, словно несколько маленьких обезьян смеются над чем-то смешным.
Этому невозможно было не удивиться. Нет никаких сомнений, это определенно пурпурный обезьяний цветок. Хотя цвет его лепестки и стебли все еще голубые, но это потому, что он не созрел. Увидев это, Ханли решил, что это приятный сюрприз. Однако, когда он обратил свое внимание на землю под лазурной каменной стеной, выражение лица Ханли сразу же изменилось. Там лежала гигантская сороконожка около 3 метров в длину. Ее панцирь был покрыт блестящими, черными, смоленными шипами, щупальцы длинные около метра и ужасающий зловещий вид. Ханли, не шевелясь, сильно испугался. Хотя ему еще не приходилось убивать ядовитых насекомых, демонических зверей, он уже давно был наслышан об их ужасной репутации. Согласно информации, полученной от других, сражаться с ядовитыми насекомыми демоническими зверями было куда более проблематичнее, чем с птицами или обычными зверьми. Кроме того, большинство из них обладали чрезвычайно сильным ядом, часто который приводил к мгновенной смерти. Вот почему люди избегали провоцировать демонических насекомых без крайней необходимости. Судя по размеру многоножки, скорее всего, она была на среднем уровне. Также она могла быть и на высоком уровне. Разве мог Ханли сохранять спокойное выражение лица в такой ситуации? Теперь ему придется спровоцировать многоножку, поскольку та охраняет пурпурный обезьяний цветок. Если он ничего не сделает с этим большим ядовитым насекомым, то ему лучше сразу забыть о том, что он сможет забрать духовное растение. Ханли затаил дыхание и медленно отступил назад. Его движения были чрезвычайно осторожными, поскольку он не хотел разбудить спящую многоножку. Он прислонился к каменной стене и нахмурил брови, размышляя, как ему следует поступить с этим демоническим зверем. Опираться только на мощь его высокоранговых магических инструментов было довольно опрометчиво, так что об этом не могло быть и речи. Разумеется, он мог использовать талисман сокровища золотого света и уничтожить многоножку в одно мгновение. Однако, этот ход бы потребил слишком много его магической силы, так что он бы не смог в дальнейшем поддерживать свое пиковое состояние. Обратная дорога была довольно длинной. Он не мог быть уверен, что ему больше не грозит никаких опасностей, поэтому он не мог тратить свое драгоценное время на медитацию, чтобы восполнить свои магические силы. После долгих размышлений Ханли собрался с мыслями и придумал хороший план. Прежде чем сделать свой ход, он осторожно вытянул шею, чтобы взглянуть на многоножку. Увидев, что та продолжает лежать неподвижно, он успокоился. Затем он слегка улыбнулся и скрылся в темноте. Вскоре после этого Ханли вернулся, сияя от счастья. Его защитный барьер, которым он был покрыт, нельзя было не заметить. Кроме того, он перестал красться, а вывернул из-за угла в зал, где лежала гигантская многоножка, с грохотом. Разве такой грохот многоножка могла не заметить? В этом случае ее можно было назвать глупым, а не демоническим зверем. Однако, многоножка пробудилась и подняла голову, шевеля множеством своих длинных щупалец, которые издавали странные и чрезвычайно пугающие звуки. Видя это, Ханли молча поднял руку. Несколько маленьких огненных шаров вылетели оттуда и на чрезвычайно быстрой скорости метнулись в голову зверя, производя серию взрывов. После того, как пламя исчезло, Ханли увидел, что голова демонического зверя была так же невредима, как и ранее. Кажется, информация, которая ему досталась от других, была неточной. Это ядовитое демоническое насекомое действительно было огромной проблемой, хотя огромная многоножка и не получила никаких ран, а она была в бешенстве от недавней провокации Ханли. Из пасти многоножки появилось облако красного ядовитого газа, которое стало окружать Ханли. Казалось, она хотела утопить Ханли в яде. Ханли, естественно, не собирался позволить этому яду достигнуть его. Не используя защитный барьер, он стал быстрее скорости распространения ядовитого газа в пещере, который использовала многоножка, и в одно мгновение повернулся, чтобы выбежать из тоннеля. Казалось, он боялся ядовитого газа демонического зверя и бежал, потерпев поражение. Огромная многоножка, естественно, не собиралась позволять Ханли так легко сбежать и очень быстро скользнула к нему. Она последовала за ним через большой зал, словно порыв ветра. Казалось, она двигалась с той же скоростью, что и Ханли. Повернув голову, Ханли был в шоке и ускорился, стараясь увеличить расстояние между ними и исчезнуть в тоннеле. Гигантская многоножка шипела и следовала за ним без колебаний. Насекомое пробиралось сквозь этот тоннель бесчисленное количество раз. Естественно, что она отлично знала этот и легко могла преследовать Ханли. В этот момент она уже буквально дышала в спину Ханли. Многоножка была очень довольна. Они двигалась все быстрее и быстрее, казалось, она вот-вот догонит Ханли. В этот момент Ханли внезапно остановился. Он действительно повернулся к демоническому зверю и с усмешкой взглянул на нее.
Казалось, он больше не собирался убегать. Таким образом, в мгновение гигантская многоножка оказалась рядом с Ханли, который находился всего в 10 метрах от нее. Многоножка уже была готова разорвать человека, стоящего перед ней, и радостно клацала своими клыками, как вдруг она почувствовала острую боль в животе, которая заставила ее остановиться. Она тут же свалилась на землю от боли, и черная ядовитая кровь стала вытекать из ее тела. Многоножка не знала, что причина острой боли в животе была в том, что ее разрезало острой нитью в самой незащищенной части тела. Это была по-настоящему смертельная рана, так что многоножка сильно страдала от боли, стоя в стороне. Ханли, естественно, не собирался упускать возможность, чтобы прикончить ее. Он поднял руку и высвободил сферу золотого света. В одно мгновение сверкающий голубой поток направился к щупальцам многоножки. Глава 198. Конфликт. Два высокоранговых магических инструмента смогли сделать лишь небольшую трещину в щупальцах многоножки, прежде чем их резко отбросило в сторону, в результате чего Ханли был временно оглушен их грохотом. Тяжелый бой. Они по силе равны с магическим инструментом среднего класса. Проговорил про себя Ханли, видя, как ему повезло. Без какой-либо тактики ему бы пришлось потратить много времени на то, чтобы победить эту многоножку. Ханли, видя, что летающий кинжал и золотая чаша благословления не очень эффективны, вернул их. Хотя эта многоножка уже получила смертельную рану, его жизнеспособность по-прежнему была на высоком уровне. Казалось, она продолжала двигаться и не собиралась умирать в ближайшее время. Поэтому Ханли, нахмурив брови, снова использовал свою технику движения. На огромной скорости он промелькнул над головой демонического зверя, не проявляя никакого интереса к тому, жива она или нет. Он просто вернулся в каменный зал. В каменном зале несколько саженцев пурпурных обезьяньих цветов по-прежнему были там в целости и сохранности, заставляя сердце Ханли наполниться радостью. Он вытащил нефритовую коробку размером с пучок веток из своей сумки и положил ее на землю, прежде чем использовать свой летающий кинжал, чтобы аккуратно срезать цветы. Затем он осторожно использовал свой летающий кинжал, чтобы отрезать цветок вместе с куском скалы, затем аккуратно поместил их в свою нефритовую коробку, тщательно запечатав ее. Только когда он собрал все духовные растения и уложил в свою нефритовую коробку, Ханли спокойно выдохнул. В этот момент он, наконец, расслабился. Он лениво потянулся, затем осмотрел каменный зал, чтобы убедиться, что он ничего не забыл в этом месте, и только потом спокойно вышел оттуда. Когда Ханли проходил мимо того места, где гигантская многоножка получила сильное ранение, этот демонический зверь уже неподвижно лежал на земле. Лежа в огромной луже черной, ядовитой крови, она была, наконец, мертва. В пещере стоял настолько отвратительный запах, что больше невозможно было находиться здесь ни минуты. Почувствовав этот запах, у Ханли закружилась голова. Ханли вздрогнул, вспомнив, что это было действие отравляющего эффекта ядовитой крови, который распространился в воздухе, поэтому он быстро использовал немного порошка чистого духа, чтобы избавиться от этого дискомфорта. Пройдя около 20 метров от трупа многоножки, он остановился. Затем он метнул свой летающий кинжал и дико ударил труп 7 или 8 раз. Видя, что она совсем не двигалась, он, наконец, расслабился и продолжил свой путь. Однако, пройдя еще несколько шагов, Ханли наклонился, чтобы вытащить черный кинжал. Двумя пальцами он осторожно вытер черную грязь с края лезвия. В это время кинжал засветился золотым светом. Фактически, это был один из дочерних золотых кинжалов. Причина, по которой Ханли так легко поразил живот демонического зверя, состояла в том, что в тот момент, когда он исчез, он мгновенно выпустил 8 дочерних золотых кинжалов в тоннеле пещеры. Он выстроил их в ряд и оставил половину из них позади себя. Поскольку он волновался, что золотые кинжалы могут быть слишком заметными, Ханли вымазал их в черном или чтобы скрыть их яркое сияние. Таким образом, кинжалы было невозможно заметить в темноте. Когда многоножка начала преследовать Ханли, на этом участке пещеры эти золотые лезвия вонзились ей в живот. Несчастная ядовитая многоножка даже не успела использовать весь свой арсенал ядов и щупалец, погибла без боя. Ее смерть действительно была слишком несправедливой, хотя Ханли еще не знал, что многоножка, которую он убил, была демоническим зверем высокого класса, он точно знал, что она была не ниже среднего класса. Таким образом, он был очень доволен в глубине своего сердца, что так легко справился с этой ядовитой многоножкой, пройдя 7-8 шагов и наклоняясь после каждого шага, он, наконец, собрал все золотые кинжалы. Взглянув на труп, он немного помедлил, прежде чем подходить к нему. Как только Ханли подошел к трупу огромной многоножки, он бесцеремонно вонзил золотой кинжал ей в голову, спину и хвост.
В результате он обнаружил, что панцирь на ее спине был самым плотным. Воткнув лезвие кинжала, оно смог проникнуть только на полдюйма. С огромным усилием оно продолжило проникать внутрь. При виде этого у Хань Ли больше не осталось сомнений. Он немедленно выпустил все только что извлеченные 8 золотых кинжалов и приложил немало сил, чтобы разрезать панцирь на спине многоножки. Через несколько секунд несколько кусков жесткого панциря, шириной в несколько футов, были отрезаны, а затем он поместил их в свою сумку. Этого было более чем достаточно, чтобы блокировать атаку магического инструмента высокого ранга. Если бы он смог использовать панцирь этой многоножки в качестве импровизированной брони, то это определенно было бы очень полезно для него. На самом деле, Хань Ли изначально планировал обрезать весь панцирь многоножки и забрать с собой. Однако, уже после одной чешуйки он понял, что это бы заняло слишком много времени, которого Хань Ли сейчас крайне не хватало. Таким образом, Хань Ли покидал пещеру с небольшим сожалением. Немедленно ни секунды, он метнулся в направлении следующего, заранее выбранного места для сбора урожая. Там должно быть несколько духовных небесных плодов, которые еще не полностью созрели. Тем временем, пока Хань Ли следовал своему плану и собирал незрелые духовные растения, среди других элитных учеников постоянно вспыхивали конфликты за зрелые духовные растения в местах сбора урожая. Кроме того, было всего несколько мест, где люди точно знали, что там духовные растения уже созрели. Поэтому острый конфликт между экспертами из разных сект был неизбежен. В Тихой долине, к юго-западу от Хань Ли, 3 экспертов в настоящее время находились в затруднительном положении. Ни один из них не хотел уступать другому 2 пучка пурпурной обезьяньих цветов, растения, которые только что заполучил Хань Ли. В отличие от тех цветов, что сорвал Хань Ли, эти цветы были ярко-фиолетового цвета и источали ароматный запах. Кроме того, между этими цветами лежал странный олень с огненно-красными рогами на голове. Его тело было разрублено пополам и лежало в луже крови. Очевидно, что он умер давно. Неподалеку от трупа зверя стояли 3, друг напротив друга, в разных одеждах. Однако никто из них не осмеливался сделать ни шаг, словно они боялись друг друга. Что вы задумали? Я убил этого огненного оленя, так что эти духовные растения должны принадлежать мне. Наконец, один из них яростно проговорил. Тем, кто заговорил, был юноша в возрасте около 20 лет в синей одежде. Он был очень красивый и статный. В одной руке он держал крестообразный посох, а в другой — желтую жемчужину. Эти 2 инструмента ослепляли своим духовным свечением. С первого взгляда, можно было сказать, это были исключительные магические инструменты. Неудивительно, что этот юноша смог убить высокорангового демонического зверя самостоятельно. Брат Даосист, я не ожидал, что мы снова встретимся сегодня. Сама судьба связала нас. Теперь заговорил человек в лазурной одежде, который опирался на трость. Казалось, он выглядел довольно дружелюбно, но на самом деле он не обращал никакого внимания на то, что сказал юноша, а вместо этого заговорил с даосским священником средних лет. «Да, и я не думал, что сегодня снова встречусь с мастером Ли», — спокойно ответил даосский священник. Он держал в руке обычный, длинный меч и даже не взглянул на юношу. Юноша из небесной императорской крепости впал в ярость. Он был выдающимся талантом своей секты, вся его семья имела большие связи. Кроме того, он был элегантен и очень красив. Он всегда был в центре внимания других людей, куда бы он ни отправился, но теперь его унизили эти 2. Как он мог не рассердиться, но прежде, чем он успел раскрыть рот и сказать что-то еще, слова старца и даосского священника сразу же заставили его лицо сильно измениться, и он начал паниковать. Давайте не будем вспоминать прошлое. Здесь есть 2 духовных растения, так что мы можем разделить их поровну. Как насчет этого? Без лишних слов старик предложил даосскому священнику из секты абсолютной пустоты объединиться, чтобы заполучить духовные растения. Услышав это, даосский священник, казалось, совсем не был удивлен. После короткой паузы он кивнул головой и согласился, действительно. Наши силы примерно равны, даже если мы вступим в бой, то лишь нанес друг другу множество травм. Так что давайте сделаем это. У меня нет возражений. Юноша четко слышал разговор 2 людей перед ним, он сильно испугался и глубоко возмутился в своем сердце, хотя он знал, что его магические инструменты были очень могущественными, он инстинктивно чувствовал, что ему их не победить, если они объединятся. Однако, он не мог так просто отказаться от духовных растений, проскинув мозгами, юноша внезапно метнулся назад, к духовным растениям. Он хотел схватить их и сбежать. «Да ты сам напрашиваешься». Как только юноша начал двигаться, старик в лазурной одежде мрачно взглянул на него и встряхнул посох в своей руке.
В мгновение ока он превратился в лазурную полоску света, которая тут же направилась в сторону юноши. Посох летел на такой огромной скорости, что перед тем, как достигнуть юношу, он мелькнул только пару раз. Юноша был ошеломлен, что это был за магический инструмент, и почему он настолько быстрый. Однако у него не было времени, чтобы тщательно подумать об этом. Он взмахнул рукой и выпустил лазурные, летающие вилы, чтобы преградить путь посоху. Его скорость ничуть не замедлилась, а наоборот, он продолжил стремиться вперед. Казалось, он не собирался сдаваться, пока не получить духовное растение. «Малыш, уже слишком поздно. Было бы лучше, если бы ты просто убрался отсюда поскорее. Не заставляй этого священника-даосиста убивать тебя сегодня». Юноша не успел сделать и 2 шагов, как прямо позади него раздался холодный, спокойный голос. Его душа словно ушла в пятки, лицо юноши стало смертельно бледным, и он обернулся. Разумеется, даосский священник находился всего в 3 метрах от него. Он смотрел на него и смеялся, мертвецки бледный юноша продолжал молчать. Внезапно он повернулся и метнулся в долину, не осмеливаясь даже повернуться назад. В глубине души он знал, что между его силой и силой 2 других людей существует большая разница. Если бы он продолжил сражаться за духовные растения, то сам бы напросился на смерть. Но было трудно поверить, что его противники позволят ему сбежать. Хе-хе. Брат-даосист стал еще быстрее, чем раньше. Вы действительно достигли совершенства. Видя, что даосский священник отпустил юношу, старику показалось это довольно странным. Однако вместо того, чтобы блокировать его, он начал льстить ему. «Ох, в этом ничего особенного», — неторопливо проговорил даосский священник, равнодушно глядя вслед скрывшегося юноши. Глава 199. Брат и сестра Чень. Мастер Ли несколько озадачен тем, почему даосский священник позволил этому юноше сбежать. Помолчав какое-то время, даосский священник заговорил. Хе-хе. Ну да. Магические инструменты этого юноши были довольно хороши. Даже я был несколько искушен, когда увидел их. Старик действительно говорил очень откровенно, не пытаясь скрыть свои мысли. Тогда мастеру Ли следует как можно скорее избавиться от этой мысли, его будет трудно убить. Даосский священник проговорил с определенной осторожностью и приподнял брови. Услышав это, на лице старца в лазурной одежде промелькнуло сомнение, но он по-прежнему не решался спросить. Зная этого человека, он уже знал, что тот сам вскоре все объяснит. Как и ожидалось, даосский священник продолжил: этот юноша имеет крепкие связи с Майнлуном из Небесной Императорской крепости. Так что нам следует избегать необдуманных провокаций. Когда старик услышал это, он был тронут и сильно удивился. Вы имеете в виду того самого Майнлуна из Небесной Императорской крепости, который столетия назад был человеком, который больше всего надеялся войти в стадию формирования ядра? Даосский священник горько рассмеялся и вздохнул. Кто еще это мог быть? Я видел этого человека несколько раз. Золотая жемчужина в руке этого юноши была знаменитым магическим инструментом этого человека. Я никак не могу ошибиться. Таким образом, этот юноша определенно тесно связан с Майнлуном. Поэтому будет лучше, если мы его не тронем. Да, огромное спасибо, что вы рассказали мне об этом. Иначе я бы совершил большую ошибку. Тогда нам следует как можно быстрее собрать эти духовные растения. Нам ни к чему другие неожиданные гости. Старик тут же предложил это, оправившись от шока. Даосский священник, естественно, с радостью согласился. Затем каждый из них отрезал себе по одному пучку пурпурного обезьяньего цветка, и они разошлись в разные стороны. Подобные сцены происходили и в других местах. Однако их конфликт был более мирным, чем у других, столкнувшихся друг с другом. Неподалеку от каменной пещеры на горном хребте Кольцевидной горы сражались 4 человек из 2 разных сект, контролируя множество магических инструментов. Среди них были мужчина и женщина, одетые в желтую одежду. Они были учениками долины Желтого Клена. Мужчина, на вид лет 40, выглядел как ученый. Он держал в руке огромную, серебряную, блестящую ручку и золотую сверкающую книгу. Взмахнув рукой, небо наполнилось золотым светом и серебряными метками, когда противники атаковали друг друга, в то время, как их лица зеленели от злости, а пот по спине валил градом. Хотя красивая, молодая женщина контролировала пару синих и желтых летающих кинжалов, любой проницательный человек с одного взгляда мог сказать, что она была значительно слабее, чем ее напарник. Она была практически бесполезна.
Кроме того, ее напарнику уже несколько раз приходилось спасать ее их противниками, однако не были из одной секты. Один из них был в зеленой маске света и управлял летающей змеей, что была примерно той же ширины, что и чаша для риса, а также роем огромных ос. Уродливый мужчина, яростно защищающийся от атаки учеников долины Желтого Клена, был тот самый Чжун Юэ с горы духовного зверя, который обменялся информацией с Ханьли. Другой человек был красивый юноша, полностью одетый в лазурную одежду. Скорее всего, он был учеником дока трансформации сабли. Два красных летающих кинжала, трепещущих перед ним, метались по всем направлениям. С одного взгляда было видно, что они не были обычными магическими инструментами. Эти магические инструменты, которые изначально были всего лишь летающими кинжалами атакующего типа, теперь превратились в световую завесу, которая не пропускала огромные серебряные метки, напоминавшие звездное небо. «Остановитесь, хватит сражаться, давайте отступим вместе. Тот, кого зовут Чинем, вы действительно очень жестоки, поэтому я сдаюсь. Духовные растения в каменной пещере принадлежат вам». Юноша из дома трансформации сабли больше не мог продолжать сражаться и решил сдаться первым. Когда уродливый Чжун Юэ услышал это, он буквально потерял дар речи. Можно было посчитать, что он молча согласился с этим юношей. Он мгновенно свернул технику летящих змей и роя ос. «Хэн, разве мы можем отпустить вас так легко и позволить вам сдаться, когда вы этого пожелаете?» Недовольно сказала беспомощная женщина из долины Желтого Клена. Ранее ее все игнорировали, так что ей приходилось подавлять свой гнев, поэтому она сейчас говорила злобным тоном. «Что вы задумали? Вы все еще хотите меня убить? Боюсь, что у вас не хватит сил». Услышав это, ученик из дока трансформации сабли пронзительно вскрикнул, словно испуганная девушка. Из-за этого у остальных пошли мурашки по коже. «Конечно, не собираемся». Моя седьмая младшая сестра в гневе сказала это. «Вам обоим нужно волноваться об уходе. Я определенно не собираюсь мешать вам», сказал мужчина средних лет из долины Желтого Клена, слегка приподняв брови. Он мгновенно впился взглядом в женщину, чтобы помешать ей продолжить говорить в дурном тоне, а затем он заговорил с Чжун Юэ спокойным тоном. «Хе-хе. Брат Чэнь действительно достоин своего имени принца клана Чэнь. Ваше поведение сильно отличается от поведения некоторых девушек. Что ж, тогда мы уходим». Юноша из дома трансформации сабли снова успокоился и заговорил привычным мужским голосом. На мгновение показалось, что он был изящным, красивым принцем. Этот контраст заставил окружающих людей глубоко удивиться. Сказав это, юноша и Чжун Юэ еще раз взглянули на каменную залу, словно не желая расставаться с ней, а затем покинули это место с некоторым сожалением в душе, бесследно скрывшись в горах. «Большой брат, почему ты не стал убивать двух этих людей? Все, что нам было нужно, так это приложить больше усилий, и мы могли бы сразу уничтожить их». Видя, что они уходят, симпатичная женщина не смогла больше сдерживаться и обратилась к мужчине средних лет. «Седьмая младшая сестра, я вижу, что ты сильно изменилась из-за этого инцидента. Ты так легко рассуждаешь об этом, но разве ты не знаешь, кто эти люди? Они оба из известных и уважаемых семей. Хотя им далеко до нашего клана Чэнь или клана Ян, не стоит на них смотреть свысока. Будет лучше, если мы не будем раздувать вражду. Кроме того, даже если бы мы действительно захотели их убить, нам, скорее всего, вряд ли удалось бы достичь этого. Ты должна знать, что хотя сила Золотой книги и Серебряной ручки привела их в затруднительное положение, к неизбежному кризису, на самом деле это было предпосылкой для того, чтобы сбежать. Если бы мы действительно попытались убить их, они бы немедленно сбежали. Я бы все равно ничего не смог сделать, хотя мои магические инструменты достаточно сильные. Мужчина средних лет из долины Желтого Клена сначала использовал снисходительный тон, чтобы упрекнуть сестру, а затем подробно объяснил причину, почему он не хотел их убивать. Внезапно это заставило женщину прозреть. А верно, седьмая сестра. Это отродье из клана Лу, после заговора против тебя, больше нигде не показывался. Кажется, что он действительно был убит тем человеком, который спас тебя. Если это действительно так, то ему повезло. В противном случае, я определенно заставил бы его пожалеть, что он не умер. Тем не менее, человек, который спас тебя, стоит о нем подумать. Я потратил много сил, чтобы разузнать, кто из учеников секты преследовал брата Лу, но так никого и не нашел. Тебе стоит знать, что знамя лазурного дракона действительно был хороший магический инструмент высшего ранга. Поскольку тот человек спас вас, не похоже, чтобы он был слабаком. Мог ли он быть посторонним культиватором, который просто шел мимо? Старший брат неожиданно ласково обратился к своей сестре.
Оказалось, что эта седьмая младшая сестра на самом деле была той самой младшей боевой сестрой Чень, которая стала такой же холодной, словно лед. Однако, перед своим старшим братом она вела себя естественно. Поэтому, как только она услышала его слова, ее лицо тут же покраснело, и она пустилась в истерику: «Что? Зачем ты разыскиваешь этого парня? Он спас меня, ну и что с того? Я была совсем одна в пустынном районе, а он просто украл мою гранулу заложения фундамента и сбежал. Не стоит думать, что он хороший человек». Голос младшей боевой сестры Чень звучал с ненавистью. На самом деле она возмущалась не из-за этого, а скорее из-за того, что, когда она думала о спасшем ее человеке, она вспоминала ту ночь, а ее голова была как в тумане. Она помнила только то, что она была разгоряченной и голой. Должно быть, эти два зверя ласкали ее обнаженное тело своими грязными руками. Казалось, она до сих пор могла чувствовать мужской запах на себе, словно он был выгравирован в ее памяти. Однако, поскольку она была более чем унижена и сердита, младшая боевая сестра Чень изо всех сил пыталась не вспоминать об этом инциденте, вместо этого подавляя эти воспоминания даже в самых глубоких уголках своего сердца. Поэтому, естественно, когда сегодня ее старший брат поднял эту тему, у нее разболелась голова, а ее лицо то краснело, то бледнело, когда она погружалась в воспоминания. Когда младшая боевая сестра Чень очнулась от своих воспоминаний, она заметила, что ее старший брат смотрит на нее так, как будто знает все ее секреты. Из-за этого она раскраснелась еще больше. Младшая боевая сестра Чень, будучи невероятно смущенной, топнула своей ножкой и вскрикнула: «Я собираюсь собирать духовные растения». Наблюдая за своей младшей боевой сестрой, мужчина средних лет не мог не улыбаться легкомысленно. Кажется, что действительно все понял, затем он последовал за ней. В густом лесу молодая женщина, одетая в зеленую одежду, яростно покусывала губы, контролируя небольшую белую статую. В настоящее время она ввязалась в трудную битву с двуглавой демонической змеей. Казалось, что их силы были наравне. Позади двуглавой демонической змеи было огненно-красное дерево. На его ветвях росло множество красных плодов размером с кулак. Несколько одетых в белое мужчин и женщин молча шла по длинному, узкому подземному туннелю. Их было примерно 15 или 16 человек. Все они были из выживших учеников секты маскирующейся Луны. Впереди них шла молодая женщина, похожая на фею, с которой ранее виделся Ханли. Глава 200. Молодая женщина и молодая женщина. Одетая в белую одежду молодая женщина, хотя выглядела очень невинной, на ее лице было торжественное выражение, а все ее тело было окутано странным серебряным блеском. Из-за этого она выглядела еще более таинственной. Мужчины и женщины в белом, следующие за нею, выглядели настороженно. Однако все шли молча, без единого шепота, глядя на молодую женщину с почтением. Коварная и непокорная женщина, которая была в пустыне вместе со своим напарником-культиватором, также была среди них. Однако, даже на ее лице не было и следа высокомерия. Она не смела и громко вздохнуть, как и остальные. Она выглядела особенно привлекательной и послушной. Внезапно молодая женщина, похожая на фею, которая шла впереди всех, вдруг остановилась, и вся процессия позади нее, естественно, тоже остановилась. Неподалеку от них было широкое отверстие, и появился глубокий зеленый бассейн. В центре бассейна было несколько рифов, выступающих с поверхности воды. На этих скалах росло около 10 грибов линчжи, которые ярко сияли, как нефрит. «Это здесь?» — решительно спросила молодая женщина-фея, даже не повернув головы, глядя с большим интересом в бассейн. Ее голос казался особенно деликатным. «Да. Боевой предок, здесь, в бассейне скрывается демонический зверь высокого уровня, нефритовый крокодил. Последние несколько раз, когда мы приходили собирать ингредиенты в запрещенной зоне, ученик из нашей секты был похоронен в брюхе этого зверя. Однако другому удалось сбежать и выжить», — заговорила другая женщина из секты маскирующейся Луны, отвечая на вопрос женщины, похожей на фею. «Боевой предок. Если кто-либо из учеников других 6 сект услышали это, возможно, они были бы так потрясены, что их челюсти бы мгновенно отвисли. Согласно правилам мира культивации, старшинство определялось по силе. Так что эту молодую женщину можно было называть таким образом только в одном случае, если она принадлежала к формированию ядра секты маскирующейся Луны. Однако культиваторам формирования ядра не разрешалось входить в запрещенную зону. Что все это значит? Но глядя на других учеников секты маскирующейся Луны, было ясно, что все они были давно посвящены в эту тайну. «Хорошо. Поняла, ты можешь быть свободна». Сказав это, лицо молодой женщины приняло такое выражение, которое не соответствовало ее возрасту.
Затем она снова заговорила с людьми, стоящими позади нее: «Приготовьтесь. Сейчас я выманю нефритового крокодила на поверхность, а вы начнете использовать секретную технику комбинированной атаки техника иньян. Конечно, если мы будем полагаться на мощь стадии формирования ядра, то нанесем поражение с одного удара. Тогда мы без проблем сможем пойти в следующее укрытие демонического зверя высшего ранга и продолжить собирать духовные растения, которые ранее никто не решался собрать». Хотя молодая женщина и не говорила громко, но ее слова свидетельствовали о ее полной уверенности в себе. Когда ученики услышали это, на их лицах не было и тени сомнения в ее словах. Эта молодая женщина развернулась и приоткрыла свои губы. Из ее рта стало медленно распространяться кольцо розового дыма размером с большой палец, издавая низкий гул. Это выглядело просто невероятно и очень неестественно. Судя по виду этого розового кольца и его огромному потоку духовной энергии, стало очевидно, это было настоящее магическое сокровище. Неужели эта молодая женщина была настоящим культиватором? В мгновение ока из глубин 100-метровой тайной пещеры донесся громкий гул. Вслед за ним начали раздаваться низкие завывания, словно от буйволов, которые находились под водой. Эти вопли наполнились яростью и теперь звучали словно раскаты грома, постепенно усиливаясь все больше, прежде чем они мгновенно ослабели. Затем стали постоянно раздаваться множество разнообразных громких шумов и потрескиваний, которые окончательно заглушили вопли. Спустя несколько часов молодая женщина вышла из скрытого коридора к ученикам секты маскирующейся луны. Мужчины и женщины позади нее были невероятно взволнованы. Все они выглядели очень молодо. Но это было неудивительно. Возможность уничтожить высокоранговых демонических зверей не так часто выпадал новичкам, которые находились только на уровне концентрации ци. Однако сегодня им не пришлось тратить много энергии, чтобы победить чрезвычайно свирепого нефритового крокодила, как они могли не волноваться, разумеется, если бы не эта молодая женщина, похожая на фею, которая использовала магическое сокровище, чтобы блокировать больше половины атак демонического зверя, они не смогли обойтись в этом бою без жертв. Естественно, что они смотрели на нее с уважением. Между тем, молодая женщина равнодушно смотрела на своих соучеников по секте, продолжая спокойно идти. Казалось, что-то вроде убийства демонического зверя высокого ранга не могло ее смутить. Спустя какое-то время группа учеников секты маскирующейся луны бесследно исчезла в ближайшем густом лесу. В других районах разворачивались аналогичные сцены среди учеников различных сект, которые убивали демонических зверей, чтобы заполучить духовные растения. Иногда также случались конфликты из-за этих духовных растений. Но странным было то, что в этих конфликтах редко кто-то погибал. Обычно тот, кто был слабее, сам отступал. Вместо того, чтобы ввязываться в бессмысленные бои, они стремились собрать как можно больше духовных растений и отправиться в следующее место как можно скорее. Что касается такого рода ситуаций, большинство людей четко осознавали, что времени оставалось не так уж и много, поэтому нет смысла тратить его на кровопролитные сражения. Гораздо лучше было отправиться в другое место и попытаться там заполучить хоть какой-то урожай. Настоящий момент для сражений наступал с наступлением последнего дня их путешествия. В тот день, несомненно, кровь будет литься рекой, и никто не позволит своему противнику убежать. Хань Ли также знал об этом, поэтому он использовал любую возможность в эти 2 дня, пока ученики из разных сект все еще были готовы взаимно сдерживать себя, бешено спеша из одного места в другое. Всякий раз, когда на его пути появлялся демонический зверь среднего или высокого уровня, он мгновенно использовал технику передвижения, чтобы обойти его, не желая останавливаться ни на секунду. Никто не знал об удаче Хань Ли. Кроме первой пещеры, в которой он собирался добыть духовные растения, где он столкнулся с ядовитой демонической многоножкой, больше не появился ни один из демонических зверей, которые охраняли 4 следующих места. Таким образом, он легко собрал духовные растения, не потратив ни капли лишней энергии. В результате чего Хань Ли был очень счастлив. Если бы все прошло так же гладко, то собрать достаточное количество духовных растений было бы не проблемой вообще. Тем временем к концу подходил 3-й день в запрещенной зоне. Сейчас Хань Ли перепрыгивал с верхушки дерева на дерево со скоростью молнии, не останавливаясь ни на секунду. По дороге он столкнулся с 2 демоническими обезьянами низкого ранга, которых он уничтожил с одного удара. Теперь Хань Ли направлялся к своему последнему пункту назначения, маленькому каменному храму на вершине горы. Исходя из той информации, которой он обладал, в этом месте произрастало несколько видов духовных растений и странных трав, а также небесный духовный плод, в котором так нуждался Хань Ли. Однако, хотя время созревания небесного плода еще не наступило, некоторые другие духовные растения уже созрели для сбора. Таким образом, Хань Ли предположил, что там определенно будут демонические звери, охраняющие их, и также была возможность столкнуться и с учениками из других сект. Тем не менее, Хань Ли не был взволнован. Более того, он с нетерпением ждал, когда кто-то доберется до него.
Таким образом, они бы смогли расчистить ему путь, избавляя от необходимости совершать лишние движения. В любом случае, вряд ли бы этот человек заинтересовался несозревшими духовными растениями. Размышляя об этом с хорошим настроем, Хань Ли наконец-то приблизился к этому каменному храму настолько, что его уже можно было разглядеть. Он действительно не выглядел слишком большим, но прежде чем Хань Ли смог приблизиться к этому месту, он услышал, что звук ожесточенной битвы уже затих. Сердце Хань Ли затрепетало от счастья. Казалось, там действительно был кто-то, кто расчистил ему путь. Таким образом, он стал осторожно приближаться к каменному храму. Однако сцена, которая развернулась в пустом пространстве, перед каменным храмом на самом деле отличалась от того, что представлял Хань Ли. Вместо жестокого мужчины, который сражался с демоническим зверем, он обнаружил там человека в черном с огромным серебряным мечом, который подавлял слабую девушку в зеленой одежде. Казалось, ей уже было трудно дышать. Единственной защитой этой женщины был шелковый носовой платок, который сиял желтым светом. Однако его поверхность уже была мутной и бледной. Из-за серебряного меча этого мужчины она была в невыгодном положении и могла столько терпеть, сколько получится. В стороне лежал труп огромного красного волка и белого орла, расколотых на две части. Свежая кровь, вытекающая из их тел, покрывала всю землю. Повсюду пахло свежей кровью. Казалось, что они умерли не так давно. При виде этого у Хань Ли отвисла челюсть, а глаза чуть не вылезли из глазных орбит. Это было не потому, что увиденная сцена произвела на него такое впечатление, а потому, что та женщина в зеленом была той самой, что подарила ему золотую кисть благословения. Именно из-за этого Хань Ли пришел в полное изумление, он удивился этому, потому что эта девушка была всего лишь на 10-м уровне культивации. Хань Ли считал, что ее уже давно нет в живых, либо она скрывается в каком-то тайном месте, но сегодня он видел, как она использует первоклассный магический инструмент, чтобы сразиться до смерти, чтобы не быть шутящим с учеником из сект гигантского меча в центральной части Кольцевидной горы. Как это могло не вызвать у Хань Ли невероятное потрясение? «Малышка, тебе еще не поздно уйти. Ты должна знать, что я всегда был снисходителен к тебе. Но я верю, что тот, кто не хочет убивать женщину, не обязательно значит, что он не сможет убить женщину. Если ты будешь продолжать сопротивляться и нападать на меня, тебя ждет та же участь, что и у этого бедного орла», — проговорил человек в черном, переполненный желанием убивать. Выражение его лица было холодным, казалось, он был зол. Стоит отметить, что он был так раздражен из-за этой молодой женщины с горы духовного зверя, которая появилась с небес около получаса назад. Если противник не может отличить хорошее от плохого, он сможет убить даже нежный цветок. Лицо молодой женщины было мертвенно-бледным. Однако, сжав зубы, она упрямо проговорила: «Если ты не собираешься отдать мне свирепый цветок Ян, я не уйду, даже если мне придется погибнуть».